Привет! В этом выпуске подкаста Token Show мы говорим о том, как начать первые шаги на криптобирже и что такое вообще трейдинг. Простыми словами, трейдинг криптовалют — это спекуляция на стоимости активов. И, как ни странно, самые сложные для исполнения вещи в трейдинге формулируются довольно просто. Купи дешевле, продай дороже. То есть звучит классно, но в реальности большая часть людей делает с точностью наоборот. Поэтому, когда биткоин стоит где-нибудь в районе $3000, можно услышать фразу «Зачем тебе биткоин? Он же упал». Но когда он взлетает вверх, то с битком выстраивается очередь. Как зарабатывать на бирже и вообще какие эти биржи бывают? Существуют спот-площадки. Обмен на споте происходит один к одному. Часто они могут называться просто exchange, поэтому если вы не видите каких-то специальных отметок, то скорее всего вы имеете дело со спот-площадкой. Маржинальная торговля, она же маржиналка, она же торговля с плечом. Вообще плечо — это такой кредит, который предоставляется самой биржей или участниками биржи при помощи специальных инструментов, которые внутрь этой биржи зашиты. Принцип предельно простой. Вы часть своих денег отдаете в залог. При помощи этого залога вы увеличиваете количество денег, которые есть у вас в ордере. Если все идет классно, вы получаете прибыль, выплачиваете комиссию за займ, все классно. Если все идет не очень хорошо, то существует риск получить такую штуку, как margin call. Это ликвидация вашей позиции. Помимо того, что ваш ордер будет насильно закрыт, одновременно часть ваших денег будет конфискована биржей в уплату кредита. Фьючерсная торговля, они же фьючи. Проще всего объяснить фьючи как пари между двумя участниками рынка. Один чувак считает, что актив вырастет, другой считает, что актив упадет. Они заключают сделку между собой. Получается такая разновидность игры с нулевой суммой. Предоставление займа. Лендинг. Иногда это бывает еще P2P лендинг. Предположим, что у тебя есть актив. Ты веришь, что он вырастет, и ты готов его держать в долгую. При этом ты можешь увеличить его количество, если отдашь его ребятам, которые хотят торговать на маржиналке. То есть теперь ты уже оказываешься с другой стороны биржи и получаешь те самые комиссии за маржинальную торговлю твоим активом. С одной стороны, ты получаешь что-то вроде депозита, который постоянно прирастает, но с другой стороны, ты таким образом играешь против своего актива, потому что ты позволяешь людям открывать позиции против его роста. С чего вообще начать знакомство с биржей? Стоит обратить внимание на количество бабла, которое крутится на этой бирже. Посмотреть это можно через сервис, который называется CoinMarketCap. Обратить внимание стоит и на объемы, и на торгуемые пары на этой бирже. От биржи к бирже количество пар, их разновидность может отличаться. Стоит обратить внимание на наличие медийного человека. Это должен быть реальный человек с социальным профилем, который может быть подтвержден, а не какая-нибудь аватарка с котиком. Интерфейс. Он должен быть простым, понятным. Ну и отдельно стоит обратить внимание на наличие на бирже API, такого специального протокола, который позволяет внешним клиентам общаться с биржей. Говоря простым языком, если у вас есть терминал в телефоне или какая-то специальная программка в вашем компьютере для совершения торгов, вы можете ее подключить к такой бирже. Здесь стоит сделать небольшой дисклеймер и напомнить о рисках. Любая торговля на бирже сопряжена с рисками. Никто и никогда не даст стопроцентную гарантию, что тот актив, который вы сейчас купили, обязательно вырастет. Поэтому соизмеряйте риски. Наверное, не стоит делать ставку большую, чем вы готовы потерять. К трейдингу стоит относиться как к форме интеллектуального заработка. Или, может быть, как замене банковского депозита. Но ни в коей мере трейдинг не заменит вам основной работы, по крайней мере, в первые несколько дней, пока вы не освоите инструменты хеджирования. Не стройте иллюзий, будьте готовы вложить время в знания и опыт. Это был подкаст Token Show. Меня зовут Тимофей. Подписывайтесь на наш канал, регистрируйтесь на нашей бирже timex.io и увидимся в следующей серии.